Всем привет, народ! И сегодня мы поговорим о тапалке. На вся телеграм-канале я выкидываю постоянно викторины, комбы с этой тапалки, но ни разу почему-то не делал на нее обзорчик. Возможно, вы уже в нее играете, в нее играет много людей. Возможно, вы в нее не играете и никогда о ней не слышали. Так что вот для тех, кто никогда в нее не играл и никогда не слышал, сегодня сделаю небольшой, кратенький обзорчик, потому что это очень объемная игра, она уже давно идет. И постараюсь рассказать, что здесь такого, как здесь будет устроен airdrop и почему она меня очень-очень смущает. И давайте начинать. Сегодня у нас на обзоре будет City Holder. City Holder от Семенчука. И вот он у нас тут на главном экранчике, на заставке, сам такой вот Дед Мороз. И что же представляет у нас из себя эта тапалочка? Мы здесь являемся мэром, руководителем города. Вот интерактивный город в разработке, и в разработке он уже, мать моя женщина, сколько времени. Если мы сюда перейдем, вот мой аккаунт, мне остался еще немножечко подзаработать, чтобы попасть вот на следующий, последний, 12 уровень. Сейчас я один там из миллиарда, ну это просто так называется. И возраст аккаунта, я играю уже в это 5,5 месяцев, почти полгода. Игра существует довольно-таки давно. Ей уже полгода. И вот есть даже моя страна, в ней 2,8 миллиона человек, потому что здесь я один, абсолютно одинешенек, и моя страна состоит только из моей столицы. И я ее подписал как маленькая, но очень гордая страна. Вот. Это вот моя страна, уровень моей страны вот будет еще расти, население тут будет немножко увеличиваться. И дата создания города 2 августа 2024 года. И вот сколько эта игра идет, вот эта вот эмблемка, интерактивный город в разработке, она уже и висит полгода. Все они никак не могут разработать. Видать, у Славы Семенчука столько много дел, выкидывает он постоянно через каждые 5 минут посты у себя, что и не может пнуть своих разработчиков, чтобы они сделали интерактивный город. Ну тогда бы не ставили вот эту эмблемку, интерактивный город, да, и не заманивали бы людей, уже полгода мы ждем. Что касается аирдропа, приготовьтесь, холдеры, аирдроп уже скоро. Сбор пользователей через мини-ап, да, закрытое бета-тестирование, запуск стратегических партнерств, City Holder, публичный запуск игры, был он полгода назад. И все, и на этом у нас остановилось полгода. Мы уже идем от публичного запуска игры к переговорами с SEC. То есть полгода переговоры Слава ведет, все никак не может вывести эти переговоры. И список задач для получения airdrop. У нас даже нету еще пока списка этих задач для получения того самого долгожданного airdrop, который мы хотим получить. То есть все здесь замерло. И мне кажется, продавая земельки и получая вот эти пожертвования, у нас Слава совсем уже зажрался, так мне кажется. Почему-то вот это все у нас тут затормозилось. Итак, в чем же заключается игра? Мы здесь с вами мэр города, в котором мы строим вот наш город, строительство, да. Строим жилые объекты, строим у нас коммерческие объекты, промышленные объекты, городские объекты и особые объекты, где есть статуя Семенчука. Понимаете, насколько человек возвысился, что сам себе сделал статую в своей собственной тапалке. Это называется мания величия. Мания величия это называется. И вот здесь мы строим с вами домики. Разные здания, сооружения. В жилых, в основном, объектах мы, когда строим, у нас увеличивается количество населения. Ну, это как карточки и доход. Но население в частном ничего не приносит. Приносит доход только в час. А в коммерческих объектах у нас чисто коммерческие объекты, которые чисто приносят прибыль нам в час. Соответственно, промышленные объекты приносят нам и рабочие места, то есть, следовательно, население и прибыль, так как это промышленность и продажи. И у нас есть городские объекты, какие-то из них приносят прибыль, какие-то из них приносят нам население. И вот если мы опять перейдем в главный экран с вами, то вот у меня сейчас 11 из 13 уровня моего города. Я вот потихонечку ползу, ну потому что я в основном вкладывался, видите, у меня прибыль, доход в час 8,5 миллионов, я в основном вкладывался в коммерческие объекты и в промышленные. То есть здания вот эти вот жилого комплекса я не строил. Поэтому у меня такое маленькое количество населения, но все же я вот уже столько времени тапа, у меня вот 2 миллиона 850 тысяч человек проживает. И что касается рейтинга, из рейтинга у нас есть вот такой вот список, где у нас и на первом месте у нас владелец NFT,
Тут Слава Семенчук выпустил NFT и их продавал. Они стоят бешеных денег, если честно. Сейчас не буду точно вспоминать, но там десятки тонн нужно заплатить за эту NFT-шку. То есть это бешеное бабло. И если мы перейдем с вами в задание, то вот ежедневно ваш донат помогает нам развиваться, развивать City Holder и делать игру лучше. Развивать, то есть полгода разговаривать с SEC, полгода делать интерактивный вид города нашего, да, но пожертвования, будьте добры, заплатите. За это дают 5 миллионов, а пожертвовать, по-моему, если я не ошибаюсь, нужно 0,25 тонна, или 150 звезд. Поддержи любимую игру, если мы нажмем, да, 150 звезд, то есть в районе $3, будьте добры, нам задонатьте. И вот это вот миллиардные рекламы, если я не ошибаюсь, где-то я уже слышал на каких-то каналах, Telegram или YouTube каналах, что вот здесь у Славы Семенчука реклама стоит $10 тысяч. То есть представьте, насколько много уже было сюда задоначено. Ну и зачем закрывать проект? Как мне кто-то писал в комментариях, что русские разработчики ни одни нормально еще не раздали дроп. Ну, возможно, это так, но X-Empire тому подтверждение, что нормально могут раздавать. Все зависит, как и везде, от людей. Есть проект TapSwap, которому год, и это что у нас? Американцы, которые что сделали нам? Абсолютно верно, ничего до сих пор не раздали, кроме тупых обещаний. Также все зависит от людей. Дело не в национальности, не в стране, а в человеке. То есть, если у нас Соколовский обещал, быстро сделал, быстро раздал, да, а вот Слава Семенчук у нас уже полгода Entity мнет с этой тапалкой, ничего не развивается здесь. Единственное, что здесь добавляется, это все, что нужно для того, чтобы донатить. NFT, вот эти пожертвования, и у нас недавно появилось новое обновление, но оно такое полудонатное. Мы докачивали свои здания до 20 уровня, и это был предел. Все, дальше они не раскачивались. Вот если мы перейдем сюда, вот здесь у меня есть готовые здания, допустим, полностью улучшенное. Видите, альпийское шале, оно у меня 20 уровня. И все, я его дальше не могу улучшить. А некоторые здания, они сделали сейчас, что их можно дальше улучшать. Престиж их увеличивать за ключи. Как же мы можем добыть ключи? Вот улучшить за ключи. Да, найдем побольше, а то у меня, по-моему, были ключи. Вот, 74 ключа. То же самое. Смотрите, улучшить за ключи. 74 ключа нам нужно. Тапаем на эту кнопочку. И что? Пожалуйста, либо за внутриигровую валюту мы покупаем это, либо 740 звездочек, будь добр, занеси. И то есть, будьте добры, не хватает золотишечка, донатьте звездочками. А мы будем полгода делать интерактивный город в разработке. Возможно, я и ошибаюсь. И лично не знаю Семенчука, да. Но вроде бы ведет свой канал, вроде бы у него там все хорошо так, но почему-то с его тапалкой все так вот непонятно. Обновление есть, я не говорю, что она замерла, обновление есть, люди в нее играют, люди в нее тапают, люди строят свои домики. Но дорожная карта замерла на месте, интерактивный город замер на месте, и все, что вот это обещалось, да, там здесь вот в нашей дорожной карте, обещала что? Переговоры вести с SEC, но никто же не сказал, что будет вести их месяц. Будет вести полгода, год, 2, 3, сколько надо, столько и будет вести переговоры с SEC. По интерактивному городу он в разработке, никто же не сказал, что он быстро разработается. Это может быть год, а может и 2. То есть это очень-очень серьезно к этому нужно подойти. Кто, не знаю, связан со стройкой и знает, как это выглядит, нужно найти проектировщиков, создать проект города, да, найти подрядчиков, составить смету. Очень все тяжело. Получить согласование с водоканалом, с горэлектросетью, с другими разными городскими структурами, чтобы интерактивный город-то построить. Вот. Так что будем ждать. Возможно, на этапе договора с городскими властями у них сейчас немножко застрял этот интерактивный город. В принципе, тапалка мне нравится. Я в нее играю, постоянно захожу, да, выполняю эти комбо, решаю эту викторину. Несколько раз даже сам делал эти пожертвования. Но вам я крайне не советую заходить в тапалки, тратить время, а тем более вносить сюда донат. И мне почему-то кажется, у меня чуйка такая чуйка, вот сколько я бы здесь не качался, что-то мне напоминает хомяка, что здесь сейчас раздуют гигантскую аудиторию, наберут очень много денег и размажут airdrop по этой гигантской аудитории, и я здесь вот полгода тапаю и получу свои заслуженные $20. Так что подытожим. Подытожим что? В
принципе, задумка неплохая. Убрали бы этот интерактивный город в разработке, не смущало бы это никого, тем более меня бы это не смущало, а поставили бы здесь просто визуализацию какого-то города, просто картинку города, как будто мы там что-то строим и что-то появляется. Или как-нибудь по-другому это бы сделали. Ну, не ставили бы вот обещание вот это полугодовое. И дорожную карту бы тогда бы мутным бы как-то замучивали, чтобы, да, заблюрили бы вот эти вот все надписи свои, чтобы переговоры с SEC не шли полгода у них. Видать, занят очень Семенчук, не может доехать до руководителей бирж, чтобы договориться. Ну, либо пока задание вот эти вот и рекламка по 10 тысяч долларов, возможно, я это не утверждаю, да, где-то я это слыхал слухом небольшим, что 10 тысяч долларов стоит сюда вот попасть, в эту рекламочку. Пока они приносят вот тут денежков, видите, здесь сколько, много-много рекламки, ну, 1200-300, а может быть и полмиллиончика долларов на них уже было заработано. И зачем убивать тапалку, которая тебе приносит постоянный, стабильный доход? Вот такая вот сегодня кратенький был и немножко грустный обзорчик по поводу тапалки City Holder. Очень неплохой, но вот такой вот немножко нудный в этом плане. А если вам она все-таки понравилась, ну, я не советую, уже полгода в ней сам сижу. Все равно ссылочка будет в описании, в комментарии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там выкидываю эти комбо ежедневно, эту викторину, ответы на викторину ежедневно, потому что сам это все решаю и выкидываю на аудиторию. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.